Привет, меня зовут Юлия Гензина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. В этом видео мы с вами рассмотрим две важные вещи. Первое. Как работать со схемой в Excel. Поскольку вопросов много, они не заканчиваются, давайте мы сейчас рассмотрим, что мы можем делать со схемой, как мы можем ее распечатать крупно, помельче, эпизодически, поскольку это поможет вам быстрее сориентироваться и, возможно, облегчит жизнь. Второй важный момент. Мы на этой схеме с вами порасставляем крестики. Повторение – мать учения. Моя большая миссия в этом вопросе состоит в том, чтобы все-таки научить вас работать с крестиками, то есть работать с ними, умея самостоятельно их проставить, а впоследствии и без них работать с мозаичной схемой. Поверьте мне, это того стоит. Итак, приступим. Перед нами файл с цветочной геометрией. Если вы открываете его на компьютере, то, скорее всего, у вас внизу будут вкладки. Вот мы здесь видим целых 5 вкладок разных. Да, мы можем по ним кликнуть и в них увидим в разном формате наши схемы. Вот возьмем последнюю вкладку. Первое, что надо понимать, что вот здесь есть такая выпадашка с процентами. Мы можем поставить 50%, это самое маленькое разрешение, можем поставить, например, 100%. И тогда мы сможем увидеть эту схему вот в таком вот гигантском размере. Для чего это нужно? Ну, например, чтобы вам было виднее, как в сказке про волка и красную шапочку. Если, например, вы работаете с телефона или с планшета, вы всегда можете увеличить эту схему, чтобы было удобнее рассмотреть нужный вам эпизод ее. Для того, чтобы увидеть схему в максимально мелком формате, мы выбираем 50%. Вот здесь снизу есть такой ползунок. Им вы можете управлять и двигать схему по горизонтали. Соответственно, прокручивая мышку или прокручивая ползунок справа, вы можете двигать схему по вертикали. Теперь, если вы работаете с этой схемой не с компьютера, планшета или телефона, а вам удобнее работать с бумагой в распечатанном виде, что понятно, то вам захочется эту схему распечатать. Как ее распечатать? Для начала смотрим на меню. Вот здесь у нас меню. Первый пункт – файл. Нажимаем «Файл». Далее у нас есть пункт меню «Скачать», есть пункт меню «Печать». Если вы хотите сначала скачать себе эту схему, то наводим на пункт меню «Скачать» и здесь выбираем формат PDF. Кликаем. Нам предлагается скачать эту схему в формате PDF таким образом, чтобы она вся уместилась на лист. Это может быть удобно, а может быть неудобно. Выбирать вам. Как изменить эту логику? Обратите внимание на меню с правой стороны. Здесь есть масштаб. И у масштаба есть выпадашка. По умолчанию она здесь стоит. Выровнять по размеру страницы. Но это у меня так стоит. У вас может стоять по-другому. Чтобы изменить эту строчку, нужно нажать на стрелку и посмотреть, что нам предлагается. Нам предлагается обычный 100%. Давайте нажмем. Вот, видите, что получилось? Это увеличенный масштаб этой схемы, соответственно, он ее разбивает на много-много листов. Не факт, что вам будет удобно работать со схемой в таком формате, только если случайно окажется, что на одном из листов попал нужный вам фрагмент. Но что-то мне подсказывает, что нет, все-таки так неудобно. Дальше, что еще можно выбрать? Выровнять по ширине. Но он делает так, чтобы у вас по ширине точно рисунок вошел. А по вертикали, вот он его перенес на вторую страницу. По высоте, ну, опять же, он уменьшает немножко ширину, так, чтобы высота точно вошла. Выровнять по размеру страницы. Это как у меня было изначально, да, то есть когда весь рисунок уложен на одну страницу. И пользовательский масштаб. Давайте выберем пользовательский масштаб и, например, здесь вместо 100% напишем 30. Нажимаем Enter. Вот что получается. Наберем, например, наоборот 70. Крупно. Если мы наберем 10, что будет? Совсем мелко. То есть вы должны понимать, что здесь вы можете регулировать и выбрать для распечатки, например, нужный вам размер этой схемы. Да, например, вот такой. Но есть и еще более удобный вариант. Я сейчас нажму «Отмена». Смотрите, что я сделаю. У каждой схемы, как правило, есть раппорт.
И вот сейчас мы возьмем мышкой и выделим этот рапорт. Он здесь на схеме вот так обозначен жирной черной линией. Я поставлю курсор вот чуть побольше, вот сюда на квадрат. И, удерживая мышку, выделю этот фрагмент. Пардон. Вот так вот выделю фрагмент. Захвачу нумерацию рядов по вертикали и нумерацию петель по горизонтали. Вот у меня получился выделенным, видите, такой вот фрагмент. И теперь я нажму «Файл», «Скачать», опять формат PDF. И здесь сверху у меня написано «Экспорт», «Текущий лист». Я нажму этот текущий лист. И здесь, смотрите, я могу выбрать выбранные ячейки. Нажимаю. И вот у меня на листе будет распечатан и в таком формате сохранен файл, на котором крупно будет удобно изображен только нужный мне элемент схемы. Это может быть рапорт, может быть любой другой фрагмент, который вам хочется. И вот в таком виде я нажимаю кнопку «Экспорт». У меня этот файл скачивается на мой компьютер. И уже этот скачанный файл я могу, например, либо сама распечатать. Вот давайте сейчас на него кликнем. Он у меня скачался. Вот он скачался. И теперь этот файл я могу либо сама распечатать на компьютере, а если у меня нет компьютера, я могу с этим файлом прийти в фотокопирку. Это такие маленькие фотоателье в городе обычно бывают. Им прислать там уже на месте на почту этот файл, и они вам распечатают его в таком виде. Я надеюсь, что вам это поможет, по крайней мере, часть проблем с работой со схемой решить. Теперь давайте рассмотрим, как с крестиками быть. Итак, схема распечатана. Теперь мы можем приступать к расставлению крестиков. Первое важное правило. В мозаичном вязании каждый ряд вяжется своим цветом. Если у вас в схеме всего два цвета, значит мы чередуем их. В одном ряду один цвет, в другом другой. В третьем опять первый, в четвертом второй. Вот у нас схема. Мы здесь видим два цвета, зеленый и белый. Значит, будем их чередовать. Зеленый, белый, зеленый, белый. Вопрос. С какого цвета начинать? Какой цвет будет в первом ряду? Ответ простой. Смотрим на картинку и видим, что элементы на ней зеленого цвета, да, вот сами элементы зеленого цвета, вот эти вот пересекающиеся линии зеленого цвета, вот здесь зеленый цвет, а белый цвет фоновый. Вот это вот фон, да, вот это вот фон, вот это вот фон. Если у нас устраивает такой порядок, если мы хотим, чтобы темный цвет был основным, а белый был фоновым, то нужно посмотреть на горизонтали, да, зеленые горизонтали. Прямо вот к началу, да, то есть вот у нас зеленая горизонталь, да, вот у нас зеленая горизонталь. И отсчитать в обратном порядке. То есть если у нас вот эта зеленая горизонталь, значит следующая за ней белая. Дальше зеленая, дальше белая горизонталь и снова зеленая. Значит ряд, вообще это вязание нужно начинать с зеленого цвета. То есть в первом ряду у нас будет зеленый, во втором белый. В третьем опять зеленый, в четвертом белый и так далее. Так, теперь первые два ряда у нас будут установочные. Что значит установочные? Это значит, что мы их провязываем просто, то есть мы наберем цепочку воздушных петель зеленым цветом и провяжем первый ряд зеленым цветом. Второй ряд мы провяжем белым цветом. Оба эти ряда мы будем провязывать столбиком без накида за дальнюю стенку. То есть никакие столбики с накидом мы там опускать не будем, несмотря на то, что здесь у нас в этих двух рядах нарисовано. Почему? Потому что некуда опускать. То есть даже если мы захотели бы здесь во втором ряду опустить куда-то столбик с накидом, то у нас нет просто белого цвета, который бы смог этот столбик с накидом принять. Поэтому здесь просто у нас будут столбики без накида за дальнюю стенку. Все веселье начинается с третьего ряда. Что мы имеем в третьем ряду? Первая петля, вот она. Смотрим, можно ли, это напоминаю, здесь у нас зеленый цвет. Первый был ряд зеленый цвет, второй белый, третий опять зеленый. Смотрим на клетку и проверяем ее на выполнение простого правила. Можно ли зеленый цвет, которым мы сейчас вяжем этот ряд, опустить еще вниз?
опустить так, чтобы у нас здесь всего получилось 3 клетки? Ответ – можем. Вот клетка и еще 2 под ней тоже зеленых. Значит, мы здесь ставим крестик. Значит, в этом месте мы провяжем столбик с накидом, который нам и образует вот эту вот зеленую такую палку. Проверяем следующую петлю на соблюдение того же самого условия. Видим зеленый здесь квадрат. Есть ли под ним такие же 2 зеленых клетки? Ответ – нет, потому что сразу за ним белая. Это значит, что никакой здесь зеленой палки не будет. Это значит, что в этом месте мы провяжем столбик без накида. Вот в этом. Поэтому крестика здесь не будет. Следующая петля. Вот она. Проверяем на то же самое условие. Можем ли мы опустить этот зеленый цвет вниз? Можем. 1, 2, 3. Значит, здесь будет крест. Потому что, чтобы получилась на полотне вот эта вот вертикальная палка, нам нужно провязать здесь столбик с накидом, ввести крючок в петлю первого нашего ряда. Следующая петля. Вот она. Проверяем на выполнение того же условия. Можем ли мы опустить эту зеленую клетку вниз еще? Не можем, потому что сразу за ней белая идет. Значит, здесь не будет крестика. Следующая петля. Можем, не можем. Не будет крестика. Следующая петля. Нас не должно смущать, какого она цвета. Нам все равно, что этот квадратик белого цвета. Ну и что? Мы его просто пропускаем, потому что уже изначально условие не выполнено. Никакого здесь зеленого нет, под ним зеленого нет. Все. Проходим дальше, не задерживаемся, крестика не ставим. Следующая петля. Условие не соблюдено, нет здесь никакой вертикальной палки. И здесь нет, и здесь нет, и здесь нет. Напоминаю, мы вяжем зеленым цветом, поэтому нас не интересует, что здесь 3 клетки белого цвета вниз уходят. Мы вяжем зеленым сейчас, поэтому никакого крестика нет. Здесь видим вертикальную палку, состоящую из 3 клеток нужного нам цвета, зеленого. Ставим крест. Здесь не соблюдено условие, здесь опять соблюдено. Вот она, зеленая палка. Ставим крест. Здесь опять не соблюдено. Здесь соблюдается. Нет. Да. Здесь вообще не про зеленый цвет речь. Здесь не соблюдается, потому что здесь у нас, видите, блокируется белым цветом, никакой палки вниз нет. Здесь не зеленый цвет, не соблюдается, не соблюдается. А здесь раз, вот она вертикальная палка, состоящая из 3 клеток. Ставим крест. Здесь пусто. Дальше опять крест. Здесь ничего не соблюдается до вот этого момента. Крест, 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 крест. То есть все эти крестики у нас проставлены на верхушках вот этих вот вертикальных палок, состоящих из 3 клеток данного цвета, которым мы сейчас вяжем. И все, вот здесь у нас раппорт закончился. Дальше он начинается снова. То есть мы повторяем, опять возвращаемся взглядом к первым петлям. Вот сюда, и повторяем вязание. То есть вот мы в 3-м ряду расставили крестики. Их немного, видите? Давайте посмотрим на 4-й ряд. В 4-м ряду у нас цвет меняется. Теперь он белый. Теперь мы проверяем каждую клетку на правило белой палки вертикальной. Смотрим. Зеленая клетка не волнует нас, ничего нет. Белая клетка да, но никакой палки здесь не получится, потому что ее блокирует зеленая клетка в предыдущем ряду. Здесь опять зеленая клетка не волнует, белая блокируется, зеленая не волнует, белая. Получается ли здесь вертикальный столбик из 3 клеток белых? Получается. 1, 2, 3. Поэтому здесь на верхушке крест. Здесь блокируется зеленый, ничего не будет. Здесь опять крест, потому что вот он, вертикальный наш столбик из 3 клеток. Здесь ничего не будет. Опять крест. Ничего, 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 ничего. А здесь опять крест, потому что вот он, вертикальный столбик из 3 клеток белого именно цвета, потому что мы вяжем в этом ряду белым цветом. Здесь у нас ничего не происходит. Здесь опять ставим крест, потому что вот он, наш столбик из 3 клеток. Опять ничего, крест. Ничего, крест, ничего, крест, крест,
крест. То же самое. Правило одно и то же. Крестик ставится на верхушке вот этой нашей вертикального нашего столбика. Столбик должен быть из 3 петель, да, из 3 клеток. И должен быть того цвета, которым мы вяжем этот ряд. Дальше, 5-й ряд. Возвращаемся к зеленому цвету. Значит, то же самое правило. Теперь смотрим на зеленом цвете. Первая же петля подходит нам? Подходит. Цвет зеленый. Зеленый. 1, 2, 3 спускается, да? Поэтому ставим здесь крест. То есть здесь, в первом этом столбике, у нас столбик с накидом будет четко над столбиком с накидом, который мы провязали в 3-м ряду. Здесь ничего, здесь опять крест, потому что вот он спускается, да, вот это вертикальная зеленая у нас полоска. Дальше ничего, опять крест. Вот у нас вертикальная зеленая полоска из 3 клеток. Где у нас следующий будет крест? Здесь, здесь. Дальше. Вот здесь будут крестики. Потому что это все, вот у нас вертикальные полоски из 3 клеток. Этого цвета, которым мы сейчас вяжем, зеленого. Вот здесь. Вот здесь. Видите, как много в этом ряду у нас будет столбиков с накидом, потому что на рисунке у нас много вот этих вот вертикальных зеленых полосок. Именно зеленым цветом мы вяжем, поэтому мы должны их вывязать. Поэтому мы здесь ставим крестики. Так, и завершающий, вот он крестик. Здесь у нас раппорт заканчивается, а начинается раппорт сначала. Опять с этого столбика. Вот и весь секрет. Конечно, бывают схемы более сложные, где нужно просто больше этих крестиков нарисовать. Но во всех мозаичных схемах работает одно и то же правило. Если мы хотим на нашем полотне иметь вот эти вот вертикальные полоски, которые создают мозаичный рисунок, то нам нужно просто провязывать их там, где на рисунке показаны они. То есть на рисунке вот эта вот полоска, значит, нам и нужно ее провязать. Значит, и нужно в этом месте поставить крестик, если вам с крестиком удобно. Просто не забывайте про цвет, которым вы вяжете данный конкретный ряд. Вы вяжете зеленым цветом, соответственно, вам и нужно здесь и здесь провязать эти столбики. Дальше вы вяжете белым цветом, значит, вот здесь надо будет провязать столбики белые, чтобы на полотне вот эти белые были, вот вертикальные полоски. Вот и все. Больше никакого секрета нет. Обязательно попробуйте. Надеюсь, у вас все получится. Будут вопросы, пишите в комментариях, и буду рада вам помочь. Спасибо, будьте здоровы.